Брэндон, 36-летний предприниматель из Чикаго, давно привык к кратким и поверхностным романам. Женщины интересовались его состоянием и положением, а он редко запоминал их имена. После неудачного брака с требовательной красавицей он окончательно убедился, что настоящих и порядочных женщин почти не осталось. Однажды утром, спеша на деловую встречу, он случайно окатил водой из лужи молодую девушку у автобусной остановки. Она была раздражена. Через 10 минут у нее назначалось собеседование, а одежда была полностью промокшей. Услышав, что девушка, Эмили, ищет работу в клининговой компании, Брэндон предложил ей должность домработницы с хорошей зарплатой и отвез в торговый центр за новой одеждой. Эмили оказалась удивительно аккуратной и искусной хозяйкой. В квартире все блестело от чистоты, а на кухне всегда пахло свежеприготовленной едой. Она не требовала лишних денег, отказывалась от подарков и держала дистанцию. Для Брэндона, привыкшего к легким победам, это было неожиданно и привлекательно. Постепенно он начал испытывать к ней более серьезные чувства. Но однажды, вернувшись домой после вечеринки, он попытался навязать Эмили близость. Получив резкий отказ, он в гневе обвинил ее в корысти. На следующее утро она исчезла. Несколько недель Брэндон пытался разыскать ее, посещал съемную квартиру, пытался выяснить о ней через соседей, но все было безрезультатно. Он уже почти потерял надежду, когда приехал к родителям на ужин в пригород Чикаго. За столом он заметил Эмили в фартуке, готовящую обед. Не позволяя ей уйти, Брэндон опустился на колено и предложил ей руку и сердце. Его мать сняла с руки обручальное кольцо и вложила в ладонь сына, благословив их союз. Эмили, немного колеблясь, согласилась. Она знала, что наконец нашла человека, который увидел в ней не просто работницу, а настоящую единственную.